Всем привет, вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить сестринство космического колеса. И сразу начинаем с вопроса, кто тебе больше нравится, Жасмин или Георгина? Я вспомнила, наконец, кто есть кто, точнее, я просмотрела свою прошлую серию. Мне нравится больше, получается, Георгина. Да, Георгина. Почему именно Георгина? Так, она очень честная, прямолинейная, она уверена в себе, с ней чувствую себя в безопасности, она веселая, энергичная, она очень сексовила, уже последняя, конечно, отстой. Ну как отстой? Ну, может и да, но я не хочу его отвечать. Я думаю, либо первая, либо третья. Не, наверное, первая. Либо третья. Да не первая. Она очень честная и прямолинейная. Да, она показалась мне открытой и искренней. Может, поэтому она привлекает меня куда меньше тебя. Что? С честными людьми не так интересно. Я поняла все, поняла. Друзья нужны не для того, чтобы развлекать. Подобная правдивость – самое ценное качество подруги. Рядом с ней у меня словно прибавляется сил. Мне этого не понять, но как скажешь. Ну, спасибо, что ответила. Уверяю, это не пустое любопытство. У меня свои методы наставничества, сколь бы нелепыми они тебе не казались. Делай, что хочешь. Главное, помоги мне как-то выбраться из этого изгнания. И я к твоим услугам. Что будешь делать дальше? Наверное, создам еще несколько карт, пока жду фамильяра от этой ведьмы-архитекторки Греты. Хорошо. Давай займемся колодой. Давай, ты мне что-то помочь хочешь или что? Или к чему это твое «давай займемся»? Давай. А почему я не... Я хочу тебе походать. Алло, здрасте, чел. Я уже 3-ю серию жду, пока я тебе походаю. 3-ю, кажется. Создать карту. Окей, понятно. Тут тоже у меня не хватит все, поэтому я создам что-то, чего еще не делала. Пу-пу-пу-пу-пум. Пу-пу. Я хочу вот эту магическую почту, потому что я ее хотела с того раза. Дальше тут что я могу? Пилота, сколько машин? Нет, не подходит мне сюда. О, оракул урожая. Левиафан, хранящий по 3 семени каждого растения во вселенной. Ведьмы могут попросить любое из этих семян, если поклянутся, что восполнят запасы, собрав урожай. Если ведьма не сдержит клятву, ее глаза станут семенами, оракул придет за ними. Ого. Искательница пурпурно-кровных. Не, подожди, крылатый танцор не хватает. Что это? Падшая героиня. Не, я хочу вот это вот. Где? Вот это оракул урожая. Так, золотая лопата. Лампа с рубиновой свечой туда подходит. Я думаю... Так. Голем. Нет, я бы, наверное, взяла вот... Где? Вот это тоже подходит. Но нет, подожди, а где то, что я хотела? Лампу с рубиновой свечой, да, давай возьму. Ага, итого. Дайте я выберу хоть, где я буду появляться. Где-то вот тут. Нет, стой, давай повыше. Нет, давай вот тут. Ты у нас будешь вот здесь витать. Хотя нет, ты будешь таким большим челом. Ты будешь у нас вот здесь витать. Это ты держишь в руке. Это ты держишь во второй. Это у нас отсюда появляется, потому что появляется типа как щупальца из измерения какого-то, почему бы и да. Это щупальце появляется вот сюда. Неважно, я просто делаю, что делаю, и все, больше не знаю. Делаю, чтобы было, правильно? Вокруг него огоньки летают, потому что просто красивенько. Да, удали это. Это, конечно, не тебя. Можно удалить? Нельзя. Ну, значит, ты будешь отсюда выходить, еще раз повторяю. Даже, наверное, я бы его пониже поставила. Чуть-чуть вот сюда. Вот так вот. Неплохо, мне нравится, хотя. Да я подумаю о том, откуда именно ты будешь. Вот так вот как-то. О, блин, у меня интернет заканчивается. Давайте вот так вот. Соберите колоду из 7 карт, лол.
Это типа моя последняя карта, а потом мне надо будет скопление с Параксиса, направление, открытие, обман, тайна, правосудие, решение, испытания. Магическая почта контролирует потоки информации волшебным урожаем. Нужно делиться, он скрепляет узы дружбы, не все семена оракула безвредны, стерегайся ядов. Алое пламя свечи позволяет делать омерзительные открытия. О боже. Есть какая-то. Ну, все, я сделала. Письмо для тебя так и не пришло. Чем займемся? Не знаю, будем просто ждать. Досадно. Я хочу действовать. Чем ты занимаешься, чтобы убить время? Наверняка ты в этом уже профи. Обычно лежу на постели и жалею себя, но когда я силой занимаюсь или читаю интерактивные книги. У меня их большая подборка, и во многом именно благодаря ей меня не свихнулось за прошедшее здесь время. Беллетристика. Не люблю ее. Зачем выдумывать? Во вселенной полно правдивых историй, но если хочешь, пожалуйста, читай. А я? Не знаю, на звезды погляжу. Да, неплохая мысль. Подожди, Я буду читать? Я читать буду? Что делать? Позаниматься, почитать интерактивные книги, лечь спать? Чем позаниматься-то? Давай книги почитаю. Выберу наугад интерактивную историю своей коллекции. Давай. Секретная вырезка. Джорди Депак. Среди мясников острова Терранова издавна ходила легенда о секретной вырезке из алых коров. Коровы с алой шкурой сами по себе редкость, но отыскать заветный кусок мяса и вырезать его из туши, не повредив, под силу только самым везучим и опытным. Согласно легенде, тот, кто отведает это лакомство, не будет знать болезней и неудач. Ни разу за 70 лет работы мясником вам не попадалась алая кровь до этого дня. Ваш друг-фермер привел... Я поняла, хорошо. Это, история внутри истории. Понимаю. Ваш друг-фермер привел ее на рассвете, совсем юную тёлочку нескольких недель от роду. Ура! Это слово используется по назначению, Господи, спасибо! От души отлило. Он не хотел оставлять себе алую корову, считал, что она приносит несчастье. То ли он не слышал легенду, то ли ему и правда не повезло с алыми коровами. В любом случае, вот она перед вами. Даже в тусклом свете лавки ее шерсть пылает, словно пламень. Она слишком ценная, чтобы убивать или зарезать корову. Она слишком ценная. Честное слово, эта корова слишком исключительна, чтобы выпускать ее на мясо. Вы сохраняете ей жизнь, растите как родную, вы даете ей имя Рапсодия. Рапсодия. Ладно, Рапсодия. Рапсодия приносит вам здоровье и счастье, просто будучи рядом. Никакого волшебства не понадобилось. Она нежная, любящая, терпеливая, слушает все ваши рассказы и в нужный момент отвечает протяжным «му». Проходит 4 года. Рапсодия вырастает большой и пышной, и на 4-й день рождения вы приносите ей ведро любимой травы. Вы запеваете «С днем рождения тебя», и тут во двор медленно въезжает дорогая машина. Из машины выходит шофер и открывает дверь пожилой женщине в дорогом красном пальто. С улыбкой она подпевает вам, когда песня заканчивается, говорит «Доброго дня, дорогая». Рапсодия принимается за свой праздничный обед. Я рада, что мне удалось найти такой прекрасный здоровый экземпляр. Я бы хотела купить вашу корову. Шофер открывает перед вами портфель. Я заплачу вам $1 миллион за секретную вырезку из нее. $1 миллион гребать-то, слушай. Хотя эта корова и так приносит ему... Вроде как, да? Отказаться. Вы отвечаете отказом. Рапсодия слишком вам дорога. Женщина морщит нос. Я готова дать вам 5 миллионов за этот легендарный кусок мяса. Прошу. Нет. Рапсодия не продается. Женщина чувствует вашу непреклонность и сдается. Она садится в машину и уезжает навсегда. Вы доживаете до 100 лет, не зная болезни, и вы с Рапсодией умираете в один день, мирно прижавшись друг к другу в ее стольне. Вы прощаетесь с ней, и она отвечает на ваши слова протяжным «му». Что бы поделать? Вообще серьезно, позанимайся, значит. Так, что тут у нас? Отрывок из труда ведьмы Ю Эни о 4 стихиях. Начинающей ведьме может показаться крайним упрощением, что вся магия в сути своей сводится к 4 элементам. Но материя, из которой построена Вселенная, в самом деле проста. Какую бы систему вы ни выстроили, чтобы объяснить реальность, в ее основе всегда будет лежать 4 элемента. Даже если отбросить мистическое и обратиться к материальному, реальность возможно разложить на 4 элемента: газ, воздух, жидкость, вода, твердое вещество, земля и энергию, огонь. В более философском ключе можно рассматривать все как совокупность ответов на вопрос «где?» земля, когда воздух, почему вода и как огонь. Этот подход позволяет анализировать даже самые обыденные объекты. К примеру, возьмем камень. Его воздух расскажет, как он влияет на окружающий мир, и какие идеи сформировались вокруг его бытия в обществе, и сколько времени он провел там, где находится. Его вода позволит обратиться к его потенциалу и стать прекрасным, к причине, по которой именно этот камень находится именно в этом месте, или к изначальной форме, которую он имел прежде, чем его коснулась эрозия, гребать сложно. Так, ладно, мы читаем учебу, поэтому это логично, что это будет что-то нагружающее. Меня уже нагрузило, например.
Его земля покажет, из чего этот камень состоит, подойдет ли он для строительства стены или какой резьбой можно его украсить. А его огонь расскажет о том, какой вред он может причинить, насколько легко его разбить или насколько ценным для других он может стать. Как видите, 4 элемента открывают путь к бесконечному множеству способов анализа, чтобы поделать. Лечь спать. Прилягу ненадолго. Давай поспим, я не знаю. Ну что, мы почитали, мы посмотрели. Тебе снится. Мне снится насвистанный путь. На самом верху маяка ты встречаешь своего давно пропавшего отца. На нем золотая маска. Он дает тебе небольшой эбонитовый ключ, который ты должна вставить в замочную скважину в маске. Сделав это, ты обнаруживаешь, что вместо лица твоего отца небольшой водопад, который затапливает комнату. Что? Что-то сложно. О, мне пришли. О, мне сразу двое. Так, ты кто, Луиза? Ты кто? Грета. Ведьма Фортуна. Моя подруга Жасмин много о тебе рассказывала. Она сообщила, что теперь тебе можно принимать гостей. Поздравляю. Извини, что так неожиданно тебе пишу, но твой дар прорицания мог бы помочь мне с одним личным проектом. И, если честно, я в отчаянном положении, Луиза. Но я сначала хочу принять Грету. Здравствуй, Фортуна. Меня зовут Грета, и я ведьма-архитекторка. Насколько я знаю, наша общая подруга Георгина описала тебе мое положение. Я бы хотела сохранить его в тайне, насколько возможно, потому если ты не против, я все расскажу при личной встрече. Давай пригласим ее. Считаю, нам надо с ней встретиться. Привет. Ты. О, наш соединилась с этим Левиафаном. Блин, круто выглядит. Добро пожаловать, Грета. Здравствуй, Фортуна. Спасибо, что нашла для меня время. Георгина кратко обрисовала мне твою проблему. Ну да, как будто по мне не видно, в чем моя проблема. Ну, да, выглядит приятно. Давай я произнесу это вслух в терапевтических целях. Я частично слилась с Левиафаном. И как по ощущениям? Ого, такого вопроса я точно не ожидала. Те немногие, кто знает, просто предполагают, что это чудовищно. Но раз ты спрашиваешь об ощущениях, на самом деле все не так плохо. Конечно, выглядит это ужасно, но мне не больно, и я могу общаться с Левиафаном на абстрактном уровне. В целом, я вроде бы стала сильнее. Ого. Ну, я рада, что ты хотя бы не страдаешь. Но оно того все равно не стоит. Ведь за призыв Левиафана меня запросто могут казнить. Главное, я очень хочу вернуть свою восхитительную скулу. Да, это явно большая потеря. Ну что, ты сумеешь мне помочь? Если есть хоть какой-то способ тебя исцелить, мои карты об этом скажут. Но сперва мне нужно побольше тебя узнать. Не против, если я задам несколько вопросов? Конечно. Спрашивай. Так, зачем ты призвала? Расскажи мне о том, что делают ведьмы-архитекторки, чем ты любишь заниматься в свободное время, как ты относишься к Эдане. Как ты относишься к Эдане? Я задам первым вопросом, я не знаю, почему именно его, просто интересно. Пора обсудить начальство. Полагаю, мы обе не испытываем к ней теплых чувств, так? Да уж, я не особо рада тому, что она приговорила меня к 1000-летнему заточению. А ты что скажешь? Я призвала Левиафана. По-моему, очевидно, как я отношусь к авторитетам. Но раньше у меня к ней вопросов не было, она позволяла мне заниматься своим делом. Теперь я держу в голове, что если она узнает, что я сделала, то прикажет меня казнить. Значит, мне придется избавиться либо от Левиафана, либо от Эданы. Ого, опасные слова. Что такого? Мне не нравится перспектива быть вычеркнутой из бытия, по крайней мере, пока я не получу те знания, к которым стремлюсь. Понимаю. Нет, я понимаю, что какие-то правила необходимы, они обеспечивают стабильность. Но все эти чрезмерные наказания меня не устраивают. Ни одну ведьму ни при каких обстоятельствах нельзя казнить или изгонять. Если кто-то ошибется или нарушит закон, его нужно простить и помочь справиться. Мы же должны быть семьей, а не армией. Полностью согласна. Нужно созидать и не карать. Точно. Итак, следующий вопрос. Зачем ты призвала Левиафана? Стоп. Может, поговорим вместо того, чтобы устраивать допрос? Это не допрос, скорее интервью. Кроме того, во мне мало интересного. Да брось, Фортуна, все ведьмы интересные. А ты еще единственная в Ковене прорицательница. Да и Георгина очень хорошо о тебе отзывается, так что я ужасно хочу тебя узнать. Если честно, уже то, как ты на меня смотришь, приводит меня в восхищение. Ну это то, что мной все восхищаются, то, что мы в самом начале выбирали. Сразу видно, что ты не такая, как остальные ведьмы, ты особенная. Я такого никому еще не говорила, теперь чувствую себя глупо, но мне было нужно сказать это вслух. Спасибо, наверное. Ладно, что ты хочешь обо мне узнать? Что тобой движет? Жажда свободы. Но это сиюминутное. А я о том, ради чего ты живешь. Так что тобой движет?
Все вместе, я не знаю, что мной движет. Все вместе. Что-то, что не движет, скажите мне. Удовольствие. Почему нет? Ну, просто почему нет? Кто-то может сказать, что это слегка высокомерно, не высокомерно, не знаю, какое слово подобрать. Эгоистично, возможно, но... А почему нет? Типа... Ого, никогда бы не подумала, ты не производишь впечатление гедонистки. Любопытно. Такое ощущение, что ты используешь меня для своего исследования. Это она говорит. Такое ощущение, что ты используешь меня для своего исследования. Не могу отказать себе в удовольствии поближе узнать такое замечательное создание. Это потому, что она восхищена. Ну ладно, я не против, продолжай. О, спасибо, что идешь мне навстречу. Мне это доставляет искреннее удовольствие. Рада, что это так. Блин, ну она крутая тоже. Моя очередь? Да, спрашивай. Зачем ты призвала Левиафана? Это не самая легкая тема для меня. И дело не в Левиафане, здесь-то все довольно просто. Я хотела создать храм из черепа титана каменоломни. Чем тверже материал, тем сильнее, как правило, получается алтарь. Черепа титанов совершенно сверхъестественным образом сопротивляются обработке. Я перепробовала все известные мне методы, а когда больше ничего не оставалось, обратилась к запретной магии. Почему ты настолько сильно хочешь построить этот храм? Вот это уже довольно личная тема. Я ищу смысл. Смысл? Я знаю, что на этот вопрос нет ответа, или его еще не нашли. По крайней мере, мне хочется верить именно в это. Смысл жизни. Кажется глупостью произносить такое вслух. Почему все об этом так или иначе размышляют? По-моему, у жизни не обязательно должен быть смысл. Мне нравятся оба ответа, если честно. Типа, у жизни реально не обязательно должен быть смысл, но все об этом размышляют. Все, не все. Обобщать-то не хочется, но на мой взгляд, почти все об этом думают, наверное, в какой-то момент времени. По-моему, у жизни не обязательно должен быть смысл. Не знаю, это наиболее здравое отношение к Вселенной. Но я почти одержима этим. Не могу выбросить этот вопрос из головы, ты же провидица. Ты должна понимать, что существует нечто большее. Некая книга, в которой записано все. Может, кто-то сочиняет нашу жизнь? Может, это просто симуляция? Существует ли Вселенная на самом деле? Она лишь плод моего воображения. О боже, такая жизнь! Это тупо я. После 12 ночи это я ложусь в кровать, и все мои мысли тупо вот это сейчас. Что она сказала? Ладно, не только после 12. Часто. Типа, о боже, а если это теория мультивселенной? О боже, а если это... там, не помню, еще одна теория крутая, которая мне нравится, забыла название. Пофиг. Так. Перестанешь ли ты существовать, если я закрою глаза? Мы все главные герои этой книги. Если у нас цель существования. Ладно, я поняла. Упускаю ли я некую вселенскую истину? Было ли что-то прежде этой вселенной? Почему больше никого не преследуют эти вопросы? Грета! Ой, прости, меня постоянно заносит. Я терпеть не могу оставаться в одиночестве, потому что тогда снова и снова возвращаюсь к этим вопросам. В поисках ответов я построила бесчисленные храмы размышлений. Но чем глубже я погружаюсь во все это, тем больше вопросов нахожу. Я не спала последние 100 лет. Вот почему я призвала Левиафана. Carpe diem, девиз не для меня. Я предпочитаю cogito ergo sum. Carpe diem, наверное, все знают. Ну, не все, многие знают, наверное, эту фразу. А вот последнюю я не знаю. Можете, если кто-то знает, мне написать ее в комментариях, потому что cogito ergo sum? Я не знаю, что это. Ведьма я, в конце концов, или нет? Кто сумеет раскрыть все тайны Вселенной, если не мы? Почему я стала ведьмой, оставалась бы и дальше простым архитектором из Бостона? Ты знаешь, карты не настолько предсказывают будущее, они еще и отличный инструмент для медитации, так что я с радостью тебе помогу. Правда? Конечно. Если мы обе в итоге выпутаемся из своих затруднительных ситуаций, я непременно помедитирую вместе с тобой в одном из твоих храмов черепов. Как знать, что выйдет, если пропустить силу храма через мои карты? У меня аж сердце чаще забилось. Договорились, давай вместе исследовать тайны Вселенной. В чем заключается твоя затруднительная ситуация? Ну, меня приговорили к изгнанию, и я вынуждена торчать на этом астероиде. Остановимся пока на этом. Ладно. Обещаю, что сделаю все от меня зависящее, чтобы ты обрела свободу. Будем партнерками? Будем. Прекрасно. Обычно все сразу говорят, что мое исследование ни к чему не приведет. Огромное спасибо, Фортуна. А мне она интересна, мне нравится то, о чем она думает. Реально интересный вопрос. Итак, вот тебе вопрос. Что ты думаешь об отношениях? Ты что, хочешь узнать, есть ли у меня кто-то? Да нет, глупышка. А есть? Нет. Хорошо. Но я спрашиваю о том, что ты думаешь о романтических отношениях. Некоторые без них жить не могут, другим они вовсе не нужны. Мне интересна твоя точка зрения. Что ты думаешь об отношениях?
Об отношениях? Блин, а я много чего думаю. С ними, конечно, круто, но, по-моему, их переоценивают. Вот это, конечно, хороший вариант. В принципе, мне нравится. Я к ним стремлюсь и получаю от них удовольствие. Жизнь без них была бы неполной. А тут нет ответа, что типа вообще она... Ну, то, что отношения вообще не нужны. Ну, тогда пусть будет... Я с ними, конечно... С ними, конечно, круто, по-моему, но их переоценивают. Да, согласна. Если активно к ним стремиться, с большей вероятностью только силы зря потратишь. Лучше оставить все на волю колеса вселенной. Точно. Ладно, теперь твоя очередь. Спрашивай. Чем ты любишь заниматься в свободное время? Почти все время трачу на свои исследования, но в тех редких случаях, когда мне необходима передышка, я люблю почитать. Читаю трактаты, мистические тексты, в основном по философии, так что, наверное, особо не отдыхаю. Ну, еще мне нравится подолгу принимать ванну, но даже тогда я не могу перестать размышлять. Я несу на себе проклятие вечной тяги к просвещению. Ты знакома, Жасмин? Нет, хотя Георгина часто ее упоминает, а что? Думаю, у нее найдется средство, которое тебе поможет слегка отвлечься. Жасмин занимается волшебными чаями. Ее искусство не раз помогало мне справиться с трудностями. Ведьминские наркотики? Круто. Ну, что-то вроде того. Только без побочных эффектов, которыми отличаются употребляемые людьми вещества. Я уже на все готова. Познакомь меня с ней. Я ей передам. Ты ценишь личное благополучие превыше коллективного? Ого, вот это внезапный вопрос. Что важнее, ты сама или сообщество? Ты сама или вселенная? И здесь я никаких компромиссов не приму. Что ты выберешь, если выбирать придется? Личность или группу? Что будет в приоритете? Блин, вот это вопросы. Слушай, тут такие крутые вопросы. Прям сиди и думай. Личность или общество? Личность. Даже если это отрицательно скажется на вселенной. Я не совсем понимаю, что имеется в виду. Типа, если я выбираю личность, то что, всем остальным вообще плохо или что? Всем сразу станет ужасно? Если да, то это, конечно, так стрёмненько. Но если это просто у всех свое, я не знаю. Да, зачем существовать, если не ради счастья? Понимаю. Я тоже много над этим размышляла. В конце концов, реальность лишь мысленный конструкт. Зачем страдать, если все вокруг исчезнет, как только нас отключат от вселенной? Можно быть счастливой, делая счастливыми других. Хотя, конечно, с этим тебе должно еще повезти. Точно. Наверное, на этот вопрос нет однозначного ответа. У тебя есть еще вопросы? Да, расскажи мне о том, что делают ведьмы, как ты. Если честно, это выдуманная специализация. По крайней мере, лично не встречала больше ни одной ведьмы, которая называла бы себя архитекторкой. Значит, ты первопроходка? Мне просто нравится строить. В бытность смертной я тоже занималась архитектурой. На самой разрабатывать и возводить здания намного лучше, чем годами руководить их строительством. И я уж про бюрократию просто молчу. Мне кажется, я переродилась в ведьму исключительно из-за стресса. К тому же магия дает возможность пренебрегать законами физики, а это восхитительно. Представляю, каково было строить здания на Земле. И не говори. Я была из тех, кто предпочитает играть в Майнкрафт в творческом режиме. Це я. Майнкрафт? Это, наверное, было после тебя. Ты ведь тоже с Земли, верно? Когда ты стала ведьмой? В 1968 году. Ого. Я родилась в 2000-м, а ведьмой стала в 2032-м. Ты была хиппи? Нет, но я знала многих хиппи. У меня была закусочная на колесах, и я на многих фестивалях побывала. Еще подрабатывала гаданием на Таро. Здорово звучит. Хорошо, что ты не средневековых ведьм. Вот уж кого терпеть не могу. Угу, они ужасные зануды. Фортуна. Пожалуй, я готова к гаданию. Да, и я тоже. Начнем? Блин, ну она интересная. Тут такие интересные герои и героини, капец, реально интересная. Полагаю, главный вопрос, что делать с твоим Левиафаном. Да. А еще, раз уже об этом зашла речь, я бы хотела спросить о своем проекте. Сомневаюсь, конечно, что одна карта внезапно откроет мне смысл жизни, вселенной и вообще, но... Скорее всего, нет, но она наверняка сможет указать тебе верное направление. Точно. Поиск знаний требует прежде всего умения ставить вопрос под разными углами. А к твоей колоде я еще не обращалась. Сосредоточься на своих вопросах, пока я перемешиваю карты.
Тайное отторжение, дурной знак, перемена, перерождение. Вот это перерождение, слушай, Левиафан, это, конечно, я поставлю это здесь. Не сопротивляйся, прими Левиафана, чтобы перестать быть двумя, нужно стать одним. Тебе никогда не стать свободной, даже если ты избавишься от Левиафана, их зерно навсегда останется в твоем мозгу. Левиафан любит боль, сделай им больно, они тебе покорятся. Мне кажется, я бы выбрала первое. Зачем избавляться от Левиафана, если можно стать с ним одним целым и быть сильнее? Нет? Он же делает ее сильнее. Не сопротивляйся, прими Левиафана, чтобы перестать быть двумя, нужно стать одним. Не пытаться спастись, а шагнуть навстречу? Неплохой способ утаить правду. Вместо того, чтобы избавляться от Левиафана, позволить им проникнуть в меня. Но это меня пугает, вдруг я перестану быть собой. Не знаю. С другой стороны, что такое я? Существование — это поток, и в каждый момент времени мы меняемся. Ну да. Зато это позволит мне приблизиться к цели. Рада, что ты смотришь на это с таким оптимизмом. Но мы ведь не способны выбирать судьбу. Если жизнь дает тебе Левиафана... Точно. Блин, ну круто. Мне реально нравится. Вольфрам. Ты смотри, тут все прям хорошо у нее в поисках. Я знаю. Смысл жизни заключен в чужих умах. Чтобы продвинуться в поисках, проводи больше времени с другими. Чтобы постичь тайны вселенной, тебе придется нарушить еще больше правил. Отринь любой авторитет, ищи запретное. Я думаю, первое. Смысл жизни в чужих умах, это мне больше импонирует, потому как сколько людей, столько и мнений. И если ты послушаешь мнение каждого человека, то, возможно, ты обнаружишь, что просто у всех свой смысл жизни. Я не знаю, мне кажется, это подходит. У меня на это не хватит терпения. Почти все общение я нахожу бессмысленным. Ну, спасибо. Я не про тебя, глупышка. С тобой говорить не нравится. О боже, как мило, она там за этой плашечкой рукой водит. О боже. Но мне быстро надоедает беседа ради беседы. Мне нужны стимулы. Интересные познавательные разговоры, хотя... Может, именно это я упускаю. И мне не хватает безделия и легкомыслия. Пожалуй, идеям нужно над чем-то расти. Одинокий разум может иссякнуть и стать бесплодным. Знакомство с другими взглядами на мир и другими обычаями меня встряхнет. Да, звучит весьма логично. Ты мне очень помогла, Фортуна, спасибо. Не за что. Мне нравится. Хочешь спросить еще что-нибудь? Нет, спасибо. Ты подкинула мне идею, как решить проблему с Левиафаном. Я тоже еще поищу информацию на эту тему. Отлично, тогда увидимся позже, покажем им, кто тут главный. Буду ждать. До встречи. До встречки. Ты тут. Привет. Похоже, Левиафанов становится все больше. Да, теперь это последний писк моды среди недальновидных ведьм, которых не устраивает руководство. Опять угорают. Могу помочь, если хочешь. Внимательно слушаю. Левиафаны знают имена друг друга. Если ты узнаешь имя Левиафана, овладевшего Кретой, и у любого ритуала, направленного на изгнание, будет больше шансов на успех. Прекрасно, тогда скажи мне их имя. Мы с тобой, конечно, в одной лодке, но я не собираюсь выдавать тебе своих сородичей. По крайней мере, не даром. Я что, мало тебе заплатила? Колода — это одно, но тут другое дело. Ну ладно, и чего ты хочешь? Не переживай, я хочу немножко той восхитительной силы, которую ты собираешь. 5 единиц огня за предательство сородичей, еще 2 единицы воздуха, чтобы выдать им Левиафана ведьмам. Можешь сразу не отвечать. Подумай, устраивает тебя это или нет. А когда ты приступишь к попытке освободить Грету, просто направь эту энергию мне, и я шепну тебе имя ее Левиафана. Ясно. Это не такая уж высокая цена, верно? Всего лишь немного магии для твоего наставника. Дело не в количестве, а в том, что ты собираешься с ней делать. Ты до сих пор меня боишься? Я просто осторожна. Думаю, нам не просто так запретили иметь с вами дело. Как угодно. Но, повторюсь, я на твоей стороне. Доверие появляется со временем. Понимаю. Ну, дай мне знать, если решишь принять мое предложение, когда придет время. Не скучай. Ой, ну... Я согласна, слушайте. Я уже согласна. Без проблем, все, да. Я за. На самом деле нам нужно заканчивать, поэтому давайте, наверное, вот это вот в следующей серии посмотрим. Так, это вообще что? Принимать гостей? Поздравляю, извини, не ожидала. Она что-то хотела. Она хочет, чтобы я тебе помогла. Луиза. Ну ладно, потом тогда поможем. Спасибо вам, девчата, за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.